Раскол в верхах усиливается, глава режима пошел против собственных силовиков. До заключения сделки остался день. Трамп угрожает, США стягивают силы. Арест Путина. Бывший союзник готов выдать преступника под суд. Куда еще нельзя поехать хозяину Кремля? Череда провалов Белого дома, новая громкая отставка и потеря десятков миллиардов долларов. Герасимов заявил об очередном успехе российской армии, почему над ним потешаются собственные военные блогеры. Взрыв и пожар. Больше десятка судов охвачены огнем. Что происходит, расскажем об этих и других событиях к вечеру вторника, 21 апреля. Главные новости без пауз и лишних слов. В эфире Нехта. Украина, Россия, Беларусь и мир. Режим включает задний ход. В Иране согласились снова сесть за стол переговоров с США. В последний момент перед окончанием перемирия. По данным Axios, такое распоряжение дал лично Муджтаба Хаминеи. До этого переговоры тормозил КСИР, требуя от Вашингтона сначала снять блокаду Ормузского пролива. Примечательно, что нового Аятоллу ранее называли ставленником корпуса стражей исламской революции. Если информация издания верна, решение верховного лидера может свидетельствовать, что он перешел на сторону более вменяемых представителей Исламской республики. А возможно, сработали новые угрозы из Белого дома. Дональд Трамп уже грозил не продлевать перемирие и пообещал режиму бомбардировки, если тот откажется. В итоге паузу продлили всего на день, до вечера среды. Тем временем Дональд Трамп делает новое заявление, на этот раз об успехах его действий против Ирана. Об этом президент США написал в своей соцсети True Social. «Я выигрываю войну с большим отрывом, дела идут очень хорошо, наша армия демонстрирует потрясающие результаты, противник в замешательстве, его флот полностью уничтожен, его ВВС перешли на более темные взлетно-посадочные полосы, у него нет противоракетной и зенитной техники, его бывшие лидеры в основном ушли». Главным своим инструментом Трамп назвал блокаду Ормузского пролива американскими силами, из-за которой, по его словам, режим теряет по $500 миллиарда ежедневно. Президент пообещал, что не снимет блокаду, пока Тегеран не пойдет на сделку. Тем временем американская группировка в регионе продолжает наращивать силы. На Ближний Восток движется еще один авианосец Джордж Буш. Он уже проплыл у берегов Мадагаскара. В зоне уже работают два других корабля такого класса: Абрахам Линкольн у Ормузского пролива и Джеральд Форд в Красном море. Фактически это концентрация силы. 3 авианосца одновременно – редкая ситуация и явный сигнал. США готовятся к любому сценарию в регионе. Венгрия продолжает стремительно отказываться от прежнего курса Виктора Орбана. Петер Мадьяр заявил, новое правительство приостановит выход страны из Международного уголовного суда. Решения могут принять уже до начала июня. Это означает, Венгрия остается в системе и обязана выполнять ордера суда. Если страна является членом Международного уголовного суда и человек, находящийся в розыске, въезжает на нашу территорию, то этот человек должен быть взят под стражу. Многие СМИ написали, что это предупреждение для премьера Израиля, на которого такой ордер выдан в ноябре 2024 года, но который проигнорировал в свое время Виктор Орбан. Но теперь арест может угрожать и Путину, которого в Гааге ждут с марта 2023 года. Ведь именно Будапешт еще осенью недавний премьер Венгрии предлагал в качестве возможной площадки для переговоров между Зеленским и Путиным. Пока в Туапсе еще не утихло пламя, украинские дроны нанесли еще ряд ударов в других местах государства-агрессора. В Новочеркасске Ростовской области беспилотники могли атаковать ключевой ЖД-узел. Это важная точка для переброски техники и боеприпасов. Ночью жители слышали взрывы и выкладывали кадры с яркими вспышками. География атаки широкая. По признанию военного ведомства РФ, дроны долетели сразу до нескольких регионов: Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской областей. В Самарской попадание по важному объекту подтвердили власти. Местный губернатор не назвал, какое предприятие было целью, но по предположению мониторинговых каналов это могла быть линейная производственная диспетчерская станция «Самара». Важный объект магистральной нефтетранспортной структуры. Москва говорит о 97 сбитых дронах.
Российские чиновники попали в центр скандала к секретному онлайн-совещанию представителей ряда министерств, на котором обсуждали производство беспилотников для войны, подключился несанкционированный участник – украинский пранкер Евгений Вольнов. До того, как представители различных ведомств это осознали, они успели наговорить лишнего о состоянии российской экономики. Если мы берем даже какие-то медные провода, изготавливаются исключительно в Китае. То есть если брать вот просто электрику, то есть это 90% это всегда у нас идет иностранное сырье. В России просто не производят. После этого к дискуссии подключился Вольнов и в не очень цензурных выражениях напомнил участникам о возможных последствиях соучастия в войне. Ебучки ваши все сняты, так что, господа, ходите, оглядывайтесь. Пранкер добавил, что скоро присутствующим понадобится государственная поддержка не на новые цеха, а на собственную охрану. Большой провал Трампа. В США запускают возврат пошлин, собранных ранее по указу президента. Администрация Белого дома начинает принимать заявки на возврат импортных тарифов. Речь о сумме более чем 166 миллиардов долларов, которые успели собрать. Но в феврале эти пошлины признал незаконными Верховный суд страны. В прошлом году с нас взяли пошлины на сумму более 7 миллионов долларов. Это отняло огромную часть нашей прибыли. И нам нужны эти средства, чтобы реинвестировать их в этом году в нашу линейку продуктов. Нам нужно реинвестировать их в наш бизнес и наших сотрудников. Спрос будет огромным. Только иск на государство подали 3000 компаний. Главный удар по мифу. Трамп утверждал, что платят иностранные компании, но по оценке Федерального резервного банка Нью-Йорка, первые 8 месяцев прошлого года зарубежные компании оплатили лишь 6% от всей суммы дополнительных сборов. Основная тяжесть легла на американские фирмы. Российская армия отчиталась о полном захвате Луганщины. Второй раз за месяц. Об этом успехе Валерий Герасимов заявил во время визита в пункт управления группировки войск «Южная». Минобороны РФ уже докладывала о полном захвате области всего 3 недели назад, 1 апреля. В течение марта-апреля российскими войсками освобождено 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории. Всего с начала года под наш контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Это заявление Герасимова подняли насмех даже Z-каналы. В 4-й раз за 5-й год. Ура! Кстати, интересно, как там у оккупантов дела со взятием Малой Токмачки. Также продолжаются бои на окраинах Малой Токмачки, также продолжаются бои в районе Малой Токмачки, также продолжаются бои на окраинах Малой Токмачки и продолжаются небольшие продвижения в Малой Токмачке. Пока Генштаб России в очередной раз захватывает Луганщину, Центральный банк государства-агрессора панически пытается залатать дыру в бюджете. С начала года ЦБ продал почти 22 тонны золота. Нефтегазовые доходы просели, а дефицит уже превысил 4,5 триллиона рублей. Но войну Москва не планирует останавливать. Ночью российские войска атаковали Украину баллистикой и дронами, по данным ВСУ. Агрессоры выпустили 2 ракеты «Искандер-М» и 143 беспилотника. Часть целей сбили, но не все. В Сумской области зафиксированы попадания в гражданскую инфраструктуру. Повреждены жилые дома, учебные заведения и больница. А главное, пострадали 15 человек. Среди них 3 несовершеннолетние. Очередной скандал в Белом доме. Лори Чавес Деремер подала в отставку и уходит в частный сектор. Формально, по собственному желанию. Но за этим стоит расследование и серьезные обвинения. По данным The New York Times, ее подозревают в злоупотреблениях, в том числе личных поездках за госсчет. Ранее по делу уже отстранили нескольких сотрудников. Отставка Лори Чавес Деремер уже 3-я за 2 месяца среди женщин в администрации Дональда Трампа. Ранее ушли генпрокурор Пэм Бонди и глава внутренней безопасности Кристи Ноэм. И это не конец. The Atlantic пишет, что обсуждаются новые отставки, вплоть до главы ФБР и министра торговли. Если это подтвердится, администрацию ждет серьезная перезагрузка.
Более десятка кораблей оказались объяты огнем. В этот раз не в районе Ормузского пролива или на Черном море, а в совсем иной части мира. Драма разыгралась в Мьянме. В речном порту Хамалин прогремел мощный взрыв. Пожар охватил более 10 танкеров и судов на реке Чиндуин. Огонь не могли потушить несколько часов. Погибли как минимум 2 человека, еще 11 ранены. Причины официально не называют. Стрельба по толпе, в этот раз в Мексике. И в предместьях столицы страны мужчина открыл стрельбу по приезжим в одном из главных туристических центров, возле пирамиды Луны. Погибла женщина из Канады, еще 13 человек получили ранения, среди них туристы из разных стран. В финале нападавший покончил и с собой. Он был гражданином Мексики, но мотивы поступка пока неясны. Конец эпохи Apple. Тим Кук покидает должность генерального директора и станет исполнительным председателем совета директоров. Его заменит Джон Тернус. Он вступит в должность 1 сентября. В Apple говорят, это решение давно готовили. Кук возглавил компанию в 2011 году после смерти ее основателя Стива Джобса. За это время Apple выросла в разы. Капитализация с примерно 350 миллиардов до 4 триллионов долларов. При Куке вышли Apple Watch, AirPods и другие ключевые продукты. В какой стране приняли решение о вызове резервистов, а в какой готовятся к срочной эвакуации населения? Где прошел нефтяной дождь? Кто угрожает соседям ядерным оружием? И в какой стране ЕС появился новый Орбан? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.